А вот это еще полноприводный, вообще класс. В лес прям выехать, вот как мы в прошлом году катались в Польше по бездорожью, я просто офигел. Потом ездил на каршеринге на озеро в Черноголовке и не проехал на Мерседесе обычном, GLA. Вот. Не проехал на GLA, короче, я в Черноголовке на озеро. И прям мечтал в тот момент и вспоминал, как мы в Польше на таких ездили. Думал, вот как классно. А потом еще пришлось палатку в лесу раскладывать у этого озера. Кошмар, пешком с ней идти. Был бы вот такой Гранд Каньон, прям проехал бы по всему этому бездорожью, встал бы у озера, и все остальные друзья, вся компания, как лохи, парились бы в палатке, а я бы спал вот в таком вене. Короче, вен класс. Итак. Привет, вы на канале Яхты на колесах, меня зовут Антон, мы в Германии. И сегодня у нас обзор на новенький Grand Canyon S от Hummer. И этот Grand Canyon и еще несколько направляются в Москву. Grand Canyon — это у нас вэн. Это один из самых любимых моих типов автодомов. Естественно, у нас шасси Mercedes-Benz Sprinter. И мало того, у нас здесь комплектация с вот это кроссовер, это обклейка такая дополнительная, и это набор опций. Там полный привод, высокий клиренс, вот эта злая резина и тому подобное. Подробнее всю информацию смотрите по ссылочке в описании, а мы с вами идем внутрь. Продолжим про кроссовер. Как я уже сказал, это у нас полный привод, и вот сейчас с этого года полный привод стал постоянным, то есть неподключаемым. Но хочу заметить, что в целом эти машины действительно достаточно внедорожные. Мы год назад в Польше была такая вот выставка внедорожная от Hummer, и мы там на подобных машинах катались по грязи, по бездорожью. У нас на канале есть об этом ролик, так что обязательно переходите, посмотрите его. Такой у нас был тест-драйв вот в реальных условиях в грязи. И машины себя показали очень хорошо. Прям, я бы даже сказал, замечательно. Вот абсолютно аналогично я катался, только там был не постоянный полный привод. Здесь у нас уже постоянный. Далее что? Ну, кабина у нас Mercedes. Все, в принципе, здесь стандартно. Про все системы я уже рассказывал подробно не раз. Тоже можете найти на канале ролик, где мы подробно разбираем эту систему. И сопровождение по маршруту, и навигация. Все здесь на русском языке. Вот вы можете видеть, что здесь уже прямо сейчас все на русском. Осталось только создать профиль, и можно ехать. Помощники есть система удержания полосы, ну, такая условная, тоже мы тестировали ее, помогает не съехать на обочину, реально подруливает. Ну и, естественно, там адаптивный круиз-контроль и вот такие вот все фишки, связанные с этим. Жилое пространство. Как только я разворачиваюсь на водительском кресле, мы попадаем в столовую группу. Столик сразу вот такой сходу маленький, но можно сделать раз, два, и столик увеличить. Нельзя сказать, что он стал прям какой-то супер огромный, но, напоминаю, это все-таки вэн. Это такая компакт-концепция для активного отдыха, для того, чтобы, учитывая, что это такой внедорожный вариант, проезжать в какие-то непролазные места и так далее. Рассчитан он на 4 человек. У нас есть основная спальня в задней части, мы ее с вами посмотрим, на двоих. И есть еще такая палатка, поднимаемая крыша. Это не очень зимний вариант. Есть, конечно, дополнительно опционально, можно сказать, утепление для этих стенок, какое-то там надувное, но все-таки с российской зимой, наверное, ну, весной-осенью нормально, печки хватит, чтобы отапливать вверх. Летом вообще прекрасно. Вот, ну, то есть такая палатка на крыше. Пульт управления всеми системами жизнеобеспечения автодома также расположен прямо вот над водительским местом спереди. Вот такая концепция в вэне. Здесь мы можем, естественно, включить и отключить все жилое пространство, насос, увидеть индикацию подключения к сети 220 и, соответственно, сколько у нас чистой воды, грязной, заряды аккумуляторов. Запас чистой воды здесь бак 100 литров, сточных вод серый 85. С противоположной стороны, если сесть в столовую группу, у нас есть еще 2 места. Ну, то есть водительская разворачивается, пассажирская разворачивается, и здесь как будто может сесть 2 человека. Ну, так, плотненько. Ну, по крайней мере, в дороге здесь просто 2 обычных места с ремнями. Ремней у нас тоже 4. Здесь у нас есть телевизор, он со Smart TV. И здесь у нас розетка, для него как раз есть еще 12 вольт и подключение антенны. Ну и вот такие, кстати, классные светильнички здесь. Касаемся кнопки сенсорной, и они плавно разгораются, светодиодные. Ну и, конечно, есть основное освещение. При входе выключатель, и на потолке вот такие споты по всей длине. И подобные еще подсветки, как мы видели в столовой, есть и на кухне, и в спальне сзади. Кроме компактности, есть еще одна причина, за которую я лично люблю вэны. Это вот эти огромные двери, входная дверь, которую мы вот так открываем,
и у нас просто огромный панорамный вид. Сзади у нас распахиваются двери. Ты выезжаешь куда-нибудь на природу, и вот это открытое пространство, воздух. Ты, с одной стороны, находишься внутри, в жилом месте, в помещении, можешь лежать на кровати, сидеть здесь, смотреть телевизор, готовить, а с другой стороны ты одновременно на свежем воздухе. И буквально два движения, раз ты закрыл, и все. И твое пространство, твой дом, твоя крепость, и при этом это все-таки цельнометаллический кузов, а не вот уже то, что строят, грубо говоря, там в полуинтегралах и интегралах. Собственно говоря, мы на кухне сейчас здесь находимся. Рабочего пространства здесь не очень много. Оно, по сути, организовано тем, что вы либо готовите, либо пользуетесь раковиной. Что-то одно из этого вы закрываете и обеспечиваете таким образом себе небольшую рабочую поверхность. Нет, есть, конечно, немножко вот здесь над холодильником, но это совсем чуть-чуть. Но на самом деле в автодоме этого достаточно. То есть вы что-то подготовили, сюда отставили, положили, приготовили, поставили, ну, здесь именно уже на плиту, закрыли, открыли. Ну, то есть это всегда немножко такие пятнашки, и это нормально для такого компактного пространства. Здесь у нас, естественно, газовая плита на 2 огня с электроподжигом. Ниже вот эта дверка открывается. Здесь у нас краны, которые перекрывают подачу газа. Ниже ящики. Ящики, естественно, все с замком-фиксатором. Кстати, я забыл сказать. Столик есть же еще вот такой. Чтобы увеличить рабочее пространство кухни, мы можем сделать вот таким образом. Блин, только здесь крючочки. Они нам даже не помешают. Все. Мы можем вот так в проход поставить еще дополнительный столик, максимальная нагрузка 5 килограмм. То есть вы воспользовались здесь, что-то подготовили для того, чтобы уже непосредственно варить, отставили, потом, когда не нужно, убрали. Ну и, соответственно, ящики. На всех ящиках есть замок-фиксатор. Это вот такая кнопочка, которую мы нажимаем, и ящик в дороге не откроется. Если она открыта, пользуемся как обычным домашним комодом. Далее холодильник. Холодильник у нас здесь компрессорный, то есть такой же, как у вас дома, работает от электричества, но при этом более эффективен, то есть не будет работать от газа. Лучше при этом держит температуру, быстрее охлаждается. Объем холодильника 90 литров. Ну, это мне. Санузел. В целом, это пространство в венах всегда такое чудо инженерной мысли. Сейчас я, по сути, вот сижу на унитазе, туалете, и, в принципе, здесь места как будто бы больше и не осталось. Кстати, очень интересная кнопка, чтобы перекрыть задвижку, мы прям поворачиваем саму кнопку, где слив, и тут же индикация, и все сделано в одном месте. Вот первый раз вижу такую новую кнопку Tedford, классно. Но продолжим. Когда нам надо дальше помыть руки, мы встаем, делаем одно нажатие на кнопку, и у нас здесь появляется раковина. Этот же кран и есть душ. И когда нам нужно, чтобы у нас появилось душевое пространство, мы берем вот эту шторку, и теперь это душевая кабина. Кстати, хочу обратить внимание на вот такие кнопочки. Тоже раньше я их не встречал или не обращал внимания, но чаще мы встречаем что-то на липучке, на куче таких кнопок металлических. Это не очень удобно фиксировать. Мне кажется, что вот эти кнопки очень классные. Вот эти задвижки раз так, и все, и шторка зафиксирована. Мало того, они еще и на магнитке фиксируются. Я прям чувствую, как она раз и защелкнулась. В общем, туалет мне нравится. Понятно, что это очень тесно, компактно, но, друзья, мы в вене. Это по размерам практически легковой автомобиль. На нем реально легко перемещаться в городе. Это все у нас Б-категория. И, эта машина реально маленькая. Это даже не полуинтеграл. Но у нас здесь есть и душ, и туалет, и вот раковина, и все в одном вот таком маленьком пространстве. Но, по-моему, это круто. Итак, первая кровать у нас расположена на крыше, как я уже сказал. Вот эта палатка. Открывается она таким образом. Снимаем фиксатор, нажимаем 2 ручки сбоку и толкаем ее вверх. Все. Вот эта палатка разложилась. Дальше у нас есть лесенка. Я ее заранее достал. Обычно она также лежит наверху на матрасе. Собирается вот таким образом. Чтобы она была компактнее, она разбирается на 2 части. А когда нам надо ей воспользоваться, раз, два, собрали. И поднимаемся наверх. Кровать на крыше – это прямо полноценное спальное место. Ширина 120 сантиметров, длина 2 метра. Мне кажется, летом здесь даже это вот, такая основная хозяйская спальня. Я бы сюда, по крайней мере, отправился, а гостей бы кого-то, если тот, кто едет с тобой, отправил бы туда. Потому что здесь широко, ровный большой матрас, ровно, классно, никаких разборных конструкций. Вот прям полноценная спальня, да еще и летом классно продувает. Но если надо, чтобы не продувало, тут есть, естественно, шторки плотные, которые закрывают. Достаточно, если прохладно, воздух теплый вверх от печки поднимается, здесь тепло, проверяли.
Ну и есть окошко, если нужен свет, вот это вот оно без москитной сетки просто закрывает нас от ветра. Что еще есть наверху? Наверху есть фонарик, вот такой гибкий, с одной USB-розеткой. Ну, при желании можно добавить еще USB-розетку, потому что вообще автодом и какая-то кастомизация – это всегда нормально, потому что на заводе нельзя как-то учесть предпочтение каждого. Кому-то нужно здесь 10 USB-розеток, кому-то достаточно одной. Поэтому делаются какие-то такие универсальные схемы, а каждый дорабатывает под себя. У нас была серия роликов интервью, где когда мы приезжали на фестиваль, и там люди как раз рассказывали, вот те, кто реально живут в автодомах, что они как меняли. И все что-то меняли. Посмотрите, если интересно. Что еще важно? Мне кажется, что вот в Вене это очень классная концепция этой подъемной крыши, потому что у нас, по сути, получается, да, конечно, вы сейчас скажете, напишите, вот, для зимы в России это все тяжело, это не пойдет и так далее. Ну, если вы хотите зимой вчетвером путешествовать, тогда это, наверное, не ваш вариант. Если вы зимой выезжаете там вдвоем на рыбалку, то вам хватит основной спальни. Если вы выезжаете осенью, летом, весной, то эта палатка отлично будет работать и справляться со своими функциями. Но, что главное, это очень хорошее разделение пространства. У нас спальня, вот которая основная внизу, она вот аж в задней части. И меня сейчас здесь наверху, посмотрите, какая толщина в целом отделяет. А здесь есть еще на кнопочках, можно закрыть шторку. И все, по сути, у нас в маленьком компактном вене получается две комнаты, два абсолютно раздельных пространства. Если это, допустим, едет две пары, то вы вот прям сильно разошлись и вот не находитесь рядом с друг другом. Даже в полуинтегралах, интегралах, где у нас там опускаемые кровати, альков и так далее, нет такой интимности как будто. Ну, то есть она есть, но в каких-то уже более дорогих, например, там в Матриксе, понятно, у нас двери закрылись, раскрылись, мы прям друг от друга далеко разошлись. Но чуть больше эконом у нас такого нету. А здесь вен, казалось бы, такое все компактное, но при этом такое разделение пространства. Это мои личные чувства и эмоции на этот счет. Вот мне нравится эта концепция. Не согласны со мной? Хотите оспорить эту концепцию, эту палатку и так далее? Welcome в комментарии, обсудим. И далее, в задней части у нас с одной стороны это пространство спальня. Опускаем вот эту часть. У нас здесь вот есть, кстати, такая классная, дорогая поддержка для матраса. Матрас сейчас класть не буду, потому что он запакован в пакете, машина новая, распаковочка уже будет в Москве. Шторка есть, которая закрывает это пространство от остального жилого, чтобы вы друг другу не мешали, если все-таки здесь живут 4 человека. А с другой стороны мы поднимаем эту часть снова, и у нас это багажник. Есть вот такой ограничитель, передвигается вперед-назад для того, чтобы ваш груз не летал по всему жилому пространству. Здесь есть шкафчики. Раз, два. Второй сейчас открыть не могу, потому что немножко закрыт вот этой вот дощечкой. Ее, кстати, можно вообще снять, если она вам не нужна. И 3. Здесь у нас вся электрификация. То есть здесь стоит аккумулятор салонный и предохранители. Что у нас здесь еще? Есть небольшие полочки с ограничительными резиночками, есть такое гардеробное пространство, палочка, и есть шкафчики по всему периметру просто для хранения вещей. Ну и, конечно, здесь же у нас расположен газовый отсек. Пожалуйста. Устанавливаются 2 баллона объемом 22 литра. Также в багажнике мы можем заметить какие-то коробки. Машина новая, здесь лежат комплектующие. Это в данном случае ручка для маркиза. Маркиза у нас здесь есть, сейчас мы с вами тоже посмотрим. Ну а во второй коробке лежит документация. На кнопочках вот такая, как не знаю, коврик, как это сказать, кусок потолка, короче, он закрывает вот это вот отверстие на кровать, которая наверху. И подушки, ну и всякие остальные мелочи такие, дополнительные комплектующие. Это все то, что у нас есть и едет в комплекте вместе с машиной в Москву. Снаружи у нас как раз вот эти наклейки кроссовер, о которых я сказал, и справа на борту заливная горловина для чистой воды. Про бак уже сказал, также к баку можно получить доступ внутри. И вот маркиза уже установлена прямо на автодоме. Вот, кстати, снаружи таким образом выглядит подъемная крыша. По левому борту у нас выпускное отверстие печи Truma Комби, электронный пульт управления у нее, кстати, бывают, потому что аналоговые. Важно помнить, что она находится над окошком, это выпускное отверстие, и здесь есть даже датчик. То есть он вас проинформирует и не даст печке включиться, точнее, по идее, когда открыто окно, потому что выхлопные все газы отсюда будут попадать в жилое пространство. Вот тоже важный маленький момент и нюансик. Далее, кассета биотуалета. Туалет. Задвижка внутри закрыта, видимо. Да, вот, кстати, важный момент. Иногда мы не можем достать кассету, потому что внутри задвижечка открыта. Ну, во всяком случае, обычная кассета, биотуалет Тедфорд. И сзади у нас подключение к сети
кемпинга 220 вольт. Кстати, вот эти выступающие части — это единственное место, где, так сказать, нарушен сам цельнометаллический спринтер. Эти выступающие части, они тоже такие уже из какого-то пластика, в отличие от всего кузова. Они нужны для того, чтобы увеличить вот пространство сбоку, где кровать, потому что кровать расположена поперек, и именно благодаря этим выступающим частям у нас кровать получается 135 на 195, то есть полноценная кровать в ширину. А сам автодом при этом не увеличен и достаточно компактный. Hummer Grand Canyon S в комплектации кроссовер на шасси Mercedes-Benz Sprinter мы сегодня с вами посмотрели. Полный привод, высокий клиренс, все опции для бездорожья. Еще раз напоминаю, то, что машина классно себя ведет на бездорожье, мы проверяли в реальных условиях, ролик есть на канале. Мне очень нравится эта концепция, тут я много высказал позитивных эмоций, но это вот опять-таки мое личное мнение. Давайте обсудим в комментариях, как вам конкретно эта модель, эта машина и в целом концепция венов. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Также у нас есть телеграм-канал у «Яхты на колесах». Там можно задать какие-то вопросы, пожелания к следующим роликам, увидеть различные лайфхаки, так что не забывайте подписываться. А этот Гранд Каньон отправляется в Москву, и уже скоро вы сможете его увидеть. А возможно, когда вы смотрите этот ролик, уже можете увидеть на проспекте Мира 150 в Москве. Меня зовут Антон. До новых встреч. Пока.